Тебе будет так хорошо и комфортно. Но с кем же? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Многие из вас почему-то вот переживают из-за личной жизни. Это ваша такая самая большая боль, это самое большое ваше разочарование. И самая большая безнадега. Вот почему-то мне показано, что вы, многие опустили руки, может быть, есть недоверие, есть неуверенность в завтрашнем дне, потому что вот как-то не получается даже начать новые отношения. У кого-то может проиграться, даже если вы сейчас, допустим, проживаете с женщиной, то здесь тоже такое тотальное разочарование, здесь холод, здесь вранье и живете как соседи. То есть это для вас такая большая и глубокая рана. Вот именно личная жизнь. Вы человек, который, опять же, да, у нас уже не раз выпадало в сигнификации, вы человек, который исключительно все делает сердцем, душой, да, вот вы очень эмоциональный, вы трепетный, вы такой можете быть даже ранимый, хотя многие люди, которые вас знают, они знают вас совершенно с другой стороны. Вы можете быть более жестким на работе, с друзьями, да, в социуме где-то. Настоящий вы бываете только с самыми близкими людьми. Вот как будто вот две маски, да, вот один человек, но где-то там вы совершенно другой, но дома вот вы такой, какой есть. Вам могут даже говорить некоторые окружающие, что вот прекращай быть таким добряком, да, вот тобой будут пользоваться. Вам могут говорить, что прекращай влюбляться в женщин, да, вот потому что вы выбираете именно душой. Кто-то из ваших, может быть, друзей, там, знакомых, родственников, может быть, говорят, что вот, давай, вот есть женщина, мы познакомим тебя, да, проведешь время, но вы даже на это не соглашаетесь, потому что для вас главное чувство. Для вас главное, чтобы женщина как минимум нравилась, да, прежде чем начать с ней какие-то отношения. Кто-то сейчас, может быть, находится в таких разочарованиях, да, вот страданиях. Ну и опять в очередной раз мне показано, что вы все-таки живете кто-то прошлым. Ребят, вы живете прошлым. Не все, конечно, но есть среди вас те, кто живет прошлым, и поэтому никак не могут влюбиться, потому что еще думаете о бывшей своей прежней женщине. Вы можете даже следить за ней. Кто-то может из-за угла следить, кто-то, может быть, там в соцсетях, либо же где-то в мессенджерах, когда она была в сети, да, фотографии там просматривать. И такое одиночество берет за душу. Вот, ребят, вот многих, и неважно, вы живете прошлым, либо же будущим, да, вот такое иногда берет одиночество вас. Так бывает, накрывает, когда ты приходишь домой, а никто тебя не встречает. Ну, может быть, четвероногий друг, да. Хочется иногда волком выть. Ну, я говорю по-простому, да, вот. Вы настолько соскучились по ощущениям, когда тебя любят и когда любишь ты. И даже вот если вы знакомитесь с женщинами, а вы периодически, да, вы где-то, хоть в интернете, хоть в жизни знакомитесь, вы понимаете, что ощущения-то совсем не те, да, вот не такие, как были раньше, может быть, с прежними женщинами, либо же не такие, как по молодости были. Вы понимаете, что в душе вот как будто, вообще полный штиль, да, вот ничего не шелохнется. Ты вроде бы понимаешь, что женщина там умная, красивая, фигуристая, а ты понимаешь, что не ёкает.
У кого-то из вас могут проигрываться ситуации, что вы вроде бы и знакомитесь с женщинами, но вот как-то все опять же не складывается. Женщины могут то ли исчезать, пропадать, вот на пустом месте. Вроде бы не ссорились, ничего, но вот раз, и она куда-то исчезла, и все, она не хочет общаться. Есть такие моменты. Напишите, ребят, у кого проигрывается такая ситуация. Вот пишите все, есть у вас такое, либо же нет. Вы знаете, что чем больше комментариев, тем лучше и для продвижения канала, и мне всегда приятно читать ваше мнение. Было у вас такое, вот когда вы знакомитесь с женщинами, ну неважно, с одной, с двумя, с тремя, и она в скорости вот исчезает, да, вот непонятно что, почему, куда исчезла, что я не так сделал, да, вот напишите. И я еще скажу такой не очень приятный момент, ребят, но более подробно я вам расскажу, если вы обратитесь на диагностику, но кому-то из вас сделано на одиночество. Есть среди вас такие, чтобы все вот ваши отношения, они просто будут рушиться. Если вы подозреваете, то лучше обратитесь, мы посмотрим. Если нужно будет, почистим, поставим защиту, и будет счастье. Потому что вы должны быть в семье, вы должны быть счастливы. Но будет все рушиться, если на вас есть негатив, ребят. Поэтому, пожалуйста, добро пожаловать, чем смогу, помогу. Вы человек вообще мечтательный, вы человек, который... Вот реально вы такой романтик, может быть, даже любите прогулки при луне. Вы можете даже вот такие банальные вещи, к примеру, вот видите, падает звезда на небе, да, вы загадываете желание. Напишите, кстати, вы загадывали когда-нибудь желание, когда звезда падала или нет? Ну, такой вы романтик. Для вас любовь это все, но в то же время это ваш большой-большой такой и страх, и боль ваша. Но это как бич какой-то, да, вот неудачи в любви. Грустно как-то. Давайте-ка теперь ближе к раскладу посмотрим, с кем же вам будет так хорошо и комфортно. Такое романтическое, трепетное такое название. Давайте будем смотреть. Ох, как тяжело кому-то из вас. Ох, как тяжело. Смотрите, ребят, кому сейчас тяжело, я забегая вперед скажу, что вы проснетесь как будто от какой-то спячки. Придет время, у каждого это будет свое, конечно, время. Проснетесь как от спячки, и будет такое некое прозрение. Даже те, у кого сейчас могут быть депрессивные энергии, даже те, у кого могут быть какие-то ну, недоверие, злость на женщин, вообще на весь женский род, да, ну, то есть такое пассивное, негативное мышление по поводу женщин, придет момент, и вы поймете, да елки-палки, а жизнь продолжается. А была не была, вот буду жить, как для себя поживу. Получится познакомиться, познакомлюсь, а вдруг что-то получится, да? То есть вы как будто, ну, реально проснетесь. Даже те, кто уже опустили руки, кто думал, что все, депрессняк, ничего не хочу, никого не хочу. Поэтому я просто забегая вперед, вам говорю, что в вашей жизни будут очень крутые перемены, вы будете победителем. Это будет чуть попозже, но шанс на ваши крутые перемены в жизни, он только начинается. Главное его поймать вовремя. Смотрите, в вашей жизни появится человек, я буду рассказывать разные ситуации, вы переворачиваете под себя. У кого-то это появится новый такой, может быть, компаньон, может быть, коллега, друг, приятель, да, вы можете быть связаны как-то с ним по работе. Но это будет ваш такой очень близкий друг-приятель. И неважно, даже если вы только вот с ним познакомитесь, да, может быть, это придет кому-то новый сотрудник, да, вот вы вместе начнете работать. Вы настолько сблизитесь с этим человеком, он может быть чуть моложе вас, между прочим, по возрасту, но он настолько такой умный, настолько мудрый.
настолько компетентный в своей работе, может и вас кое-чему подучить, вы его в свою очередь подучите. Можете вместе даже где-то, если нужно будет, подрабатывать, да, ну так, где-то так, неформально, в нерабочее время, скажем. Очень будет с ним вам комфортно, именно вот как по-дружески. Это такой будет очень надежный, новый друг, приятель, как угодно называйте. Можно даже назвать его, вот, ну, станет просто как брат. Потому что бывают такие ситуации, когда вот братья, сестры, они, ну, к сожалению, не такие близкие, как чужие люди, да. А здесь появится в вашей жизни такой человечек. Возможно, уже у кого-то из вас появился вот недавно. Напишите, ребят, если уже, может быть, у вас резонировало. Вот с ним вам будет классно вот посидеть даже за той же рюмочкой чая иногда, да, вот расслабиться, поболтать, посоветоваться. У вас такой с ним будет тандем, где вы сможете открывать именно друг другу душу. Это дорогого стоит. Вы не можете это сделать с любым человеком. Вы не откроете душу всем и каждому, правда? А вот с ним вы реально на одной волне. Будут одни интересы, одни увлечения, одни потребности, одни желания. То есть вы сойдетесь по всем параметрам. Это такой, ну, близкий друг. Возможно, у кого-то это первый друг, ну, за всю жизнь будет, ну, до такой степени близкий, да. Одно дело, когда у тебя друзья-приятели, совершенно другое дело, когда это реально друг, на котором ты можешь положиться и в радости, и в горе. То есть здесь вы можете гордиться. Это классный такой человечек, появится, может быть, уже у кого-то недавно появился в вашей жизни. Еще давайте посмотрим, с кем вам будет классно и комфортно. Вау! Ну, в вашей жизни, в принципе, я так и думала, появится женщина, с которой вы сможете создать семью. Женщина будет моложе, может быть, даже намного моложе, но пусть вас это не пугает. Эта женщина будет настолько вам родственной душой, настолько вы ее полюбите, что, в общем-то, вы практически сразу поймете, что это та женщина, которую вы искали, может быть, о которой вы мечтали. Может быть, кому-то она снилась, да, вот бывает во сне приходит женщина, а потом ты просыпаешься и как будто наяву, да, вот бывают у вас такие ощущения, тебе так было во сне с ней хорошо, и эти ощущения, ну, в реальную жизнь переходят. Эта женщина очень такая, знаете, душевная, она очень надежная. Она станет вашей такой надежной и подругой, и любимой женщиной, и любовницей, и соратницей. Ну, в общем, сюда можно все, что угодно добавить, да, настолько это будет такой тандем, которого у многих из вас, опять же, не было в жизни. Можно быть 10 раз женатым, но не знать, что такое настоящие отношения, настоящая забота, нежность, ласка и так далее. С этой женщиной вы точно для себя решите в скорости после знакомства, что вы хотите засыпать и просыпаться с такой женщиной, что вы хотите создать семью с такой женщиной, и многие из вас могут ее реально создать. Даже у кого-то опять же падает венчание. Это уже будете решать вы. Возможно, даже в перспективе, вот если вы с ней, ну, будете уже вместе жить, да, как семья, возможно, ну, заберете, может быть, к себе, ну, я не говорю сразу, да, а туда чуть попозже, кого-то из ваших родителей, да, это могут быть уже старенькие родители, да, у кого живы. Здесь может быть, что, ну, вот реально это будет такая дружная семья, когда все друг с другом перезнакомились, вот ваш род, ее род, да, ваши семьи, подружились, познакомились. И это семья, в которой есть счастье, любовь и комфорт. Я ужасно люблю эту карту, вот десятка пентаклей. Она такая самая, ну, самая позитивная вот касательно семьи, когда есть и финансовый достаток, есть любовь, есть комфорт, есть удача, когда людям хорошо дома.
когда ты понимаешь, что тебе не хочется где-то задерживаться после работы, да, только бы не приходить, потому что дома бензопила дружба ждет, да, в виде жены. Нет, здесь совершенно другая ситуация. Вот в таких семьях с работы хочется бежать домой и не хочется уходить на работу. Понимаете, какая это атмосфера? К сожалению, многие люди не знают, что это такое. Но вам это посчастливится. Это светлое будущее. Это ваш такой большой-большой огонечек любви, который вы будете оба подпитывать. Любовь всегда, ребят, нужно подпитывать с двух сторон. Подбрасывать те самые дровишки, веточки, чтобы этот огонечек разгорался. А иначе никак. Это ваш талисман, это ваша судьбоносная женщина появится в вашей жизни. И вам не то, что будет с ней комфортно, вам с ней будет потрясающе, шикарно. Это ощущение, когда ты, ну реально не хочешь не расставаться, когда ты не хочешь даже на минуту быть без человечка. Когда тебе кажется, что вот этот вот рабочий день – это вечность. И знаете, я понимаю, что сейчас многие из вас, наверное, загрустили, потому что многие этого не испытывали, к сожалению. А так всем хочется, правда, ребят? Такой вроде бы и позитивный расклад, но с такой грустинкой, правда? Напишите, как вам сегодня расклад, ребят. Ну, почему-то вот мне хочется сказать, что он до мурашек, да, наверное, сегодня. Все так хотят любить и быть любимыми, все так хотят быть человечком на одной волне. Но, к сожалению, не каждому это дано, да, и не каждому это везет. Перед вами откроются вообще новые перспективы с этой женщиной. Даже те из вас, кто, может быть, ну, на момент знакомства там, да, с ней, ну, не очень так имел, немного финансов, скажем, может быть, даже у кого-то кризис мог быть, да, у каждого свой доход. Но эта женщина станет вашим таким огромным мотиватором. Вам захочется, ну, может быть, сменить работу на более высокооплачиваемую. Вам захочется, может быть, взять подработку. Может быть, я не знаю, вторую работу кто-то возьмет. Но захочется жить и дышать для этой женщины. И это у вас будет обоюдно. Поэтому, мои дорогие, эта судьбоносная женщина появится в вашей жизни, с которой вам будет так классно и комфортно. То есть у вас появится и надежный, преданный друг, и появится шикарная женщина, с которой вы просто будете балдеть от счастья. Чего я вам всем желаю, мои дорогие мальчишки. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!